Друзья, всем привет! Наконец-то я выехал на рыбалку на моторке. Запрет уже снялся давно, но то погода не давала, то времени просто не было. Ладно, время, все погода у нас. Как выходные, так дожди. То ветрища, то дожди. У нас и завтра передают дождь, поэтому сегодня было решено экстренно выехать на рыбалку. Мошкары полно у нас. Одел вот костюмчик интересный, позже про него расскажу. Ну что, ребята, заводим мотор, прокатимся с ветерком и будем ловить рыбку. Ну что, ребята, он завелся, китайчик мой. Вот он, красавчик, работает. Охлаждение пошел. Видите мотор. Вот как я соскучился по этому звуку. Вот как это классно, ребята. Ребята, кого-то поймал. Не пойму, это что. Кто-то в траву завел. Что это такое? Что это такое? Это что такое, ребята? Как всегда, камера была не включена на поклевку. А, ну это окунь. В принципе, для этого водоема это неплохой окунь, ребят. Вот это нравится мне уже. О, весовой контроль прошел. Сейчас мы попробуем еще поймать рыбеху. А поймал я его вот оттуда, с той стороны. Да, примерно вот так. Конечно, не очень удобно, рыбачу микроджигом. Кидаю 2 грамма против ветра. Не очень комфортно. В идеале нужно было стать повыше и кидать по ветру. Ух ты, поклевочка была. Ах ты, еще одна. Опа. Сразу. Поклевка сразу в траву. Все, сход. Ты меня интригуешь. Он сразу поклевка и сразу в траву уходит. Сумасшедшая поклевка. Он причем в траву сразу. Да. Сразу прячется в траву. А он за ним второй бежит, смотрите, ребята. Он, видишь, Вижу, вижу. второй шел за ним. Вдруг этот передумает, отпустит. Ох. Тот добьет. Вот здесь вот рыбка стоит. Ух ты, ёптать. Так вот спиннинги ломают. Особенно вот эти. Микроджиговые. Как так получилось? Я не понимаю пока что. На чистом, да? Ага. Ага, это что, на чистом? На чисто, ну вот так вот. Ну кого-то прям опять нахрапом. Ух ты. Тащил нахрапом специально через траву. Ну, размер-то что, опять в траву, что ли? Нет. Или рыба такая. Надо кому окунь там просто хорошенький. Окунь неплохой. Поэтому нахрапом не хотел выходить. Вот такой красавчик. Для этого водоема это хороший окунь. Ловлю вот на такую приманочку. Это копия от ребят Altai 3D. Называется Nano Minnow. Такая вот рыбешка. На этом водоеме работает всегда. Каждый год сюда езжу, и она всегда работает. В принципе. Неплохо себя показывает. Кому интересно, ссылочку оставлю в описании для заказа.
Вот она, сразу, видите, поклевка опять на нее. А стоит он вот под той штукой, так называемый понтон, мостик там, чей-то частный. Вот там он и стоит. Окунь нормальный. Сейчас мы будем оттуда его и ловить. Такой вот полосатый бандит. Вот смотри, Олег, где. Вот там. Вот так вот. На уголочек. Оставил на паузу. И поклевка такая неплохая. Он прям просто на паузе заживал приманку. Так как приманка плавающая, еще он завел ее в траву. Негодяй. Что ты будешь делать-то? Ну покажись. Не хотит, слушайте, вылазит. О, вылез. Сошел, зараза. Вот он заходит в траву, и все, исход. Хитрый, знает, куда бежать. Знает, где спасаться. Работает эта точка из года в год. А, догнал. Но я об этой точке не знал. Я не подходил сюда. Я сюда ее проверяю. Блин, ну прям буду точить сейчас, не давать тебе шансов ни в какую, чтобы в траву-то уйти. Нет? О, мимо травы. Не крупный окунь, но на микроджиг очень приятно ловить его. Вон и Олег поймал тоже. Уже хвост, видите, оторвали весь. Наверное, еще на один заброс и хвостик откусят у приманки. Слушай, там Заживал. Ой-ой-ой, смотрите, фрикцион срабатывает-то какая. Ну не песня ли рыбачит на микроджиг-то, а? Лайтовая палочка здесь уже не так, а вот микроджиговая ультралайт, это классно просто. Тест 0,75. Окунь вот 150 грамм максимум. Но это здорово. Хвостик еще целый. Ну-ка посмотрим, что еще у нас. Насколько хватит поклевок этого хвостика, чтобы он остался живой. Вот надыбал я его там вот на более-менее чистом месте, около понтона. Маленько раздразнил. И вроде поклевывает.
Утром, наверное, тут вообще было Эльдорадо. Ух ты, какая поклевка из... Опа, еще одна, ребята. Вот за это я и люблю рыбалку на окуня. Рыба такая хитрая, азартная. Она после поклевки всегда добивает приманку. Он небольшой, но радости он доставил много своей поклевкой. Поставил другую приманку, похожая такая на рака. Поклевка была здесь прям под лодкой уже. Бойкая. Ух ты, куда погнал? Ух ты, выскочил. Под самой лодкой взял. Вот такая приманочка. По-моему, называется Lucky John Hoggy Hog. Рачок. Сейчас собрал другой комплект, потому что надоело вот это вот запутывание в траве. На ультралайт не могу ничего сделать. Не могу совладать с этой рыбой. Собрал лайтовый комплект, также с отводным. Грузик 10 грамм. Поводочек отводной. Поставил другую приманочку сейчас. Экспериментирую, тоже приманка от компании Altai 3D. Догнал около лодки. Какая подача. Садочек потихоньку пополняется. Есть поклевки? Да, вот тут тоже сейчас пошли. Отобрали мою приманку. Он забрал моя приманка. Видите, голый крючок, все. Друзья, сегодня тестирую один интересный костюм. Очень давно у меня он дома лежал на полочке, все никак не мог выехать, чтобы протестировать его уже в тех условиях, для которых он создан. А создан этот костюм как раз вот для жаркой погоды, а также написано производителем, что можно использовать его в зимнее время, но пододевая под крупную сетку футболку. Сегодня вот вылетела мошка, прям выедает глаза, комар, а мне хоть бы хны, потому что здесь вот такая крупная сетка, основное нательное белье, а сверху вот это вот тонкая сетка, там шаг менее 1 миллиметра. Сейчас я вам более крупно покажу, но плюс в этом костюме однозначно есть. Во-первых, никакой гнус не лезет, не кусает, а во-вторых, он продувается и не жарко. Вот такой капюшон есть еще. Вот так вот, хоп, спрятался. Все. Идеально просто. Вот такая крупная вязаная сетка. То есть она все продувается. И не жарко. И комфортно. Комар не может прокусить ее. А вот тут мелкая сетка. Ну, наверное, с телефона вам не будет так картинка передана идеально, что очень мелкая ячейка. О, прям под лодкой начал доставать. О, так это Василий. Ну вот. Это вот. Первый щук в этом сезоне в открытой воде. Ну нет, у меня не первая. О, тогда ладно. Он упал туда. Ну, видишь как. Ну, извиняй, тогда будешь там. Да простят меня подписчики. Я доставать начал, выматывать. Она бесовать клюнула.
Ну, наконец-то я кого-то тут выманил. Я хотел убежать в траву, но не получилось. Нет, тут размер меньше, чем там мы стояли. Ну вот та самая рабочая точка была из всего, что я здесь пробовал. Словил тут, пробовал везде, но вот там вот почему-то. Ну что, давай, Олег. Да это что-то я... Спать лег. Я вот думаю, стоит ли... Ладно, я поехал. Блин, берет и сразу в эту траву, блин. Берет, зараза, и сразу в траву. Негодяй. Хитер. Взял? Да взял. Приманка отлетела. Надо, наверное, еще дальше уходить. Не ожидал, что он так далеко-то стоит. Я ж вижу, что он прям на выбросе там Внизу стоит. Только нахрапом вот приходится его тащить. Других вариантов вообще нету, ребята. Чуть только слабину даешь, все. Обязательно зацеп за траву. Мошкара вообще съедает, ребята. Я не знаю, вот Олег страдает прям сегодня. Вот если бы я не в этом костюме, то я бы, наверное, тоже страдал, как Олег. Костюм все равно спасает. Вот эта сетка, которая ячейка менее миллиметра, она мошке не властна. Она не может ее никак прокусить, не может никак залезть. Так что это прикольная штука. Мошка роится перед лицом, вообще не дает покоя, глаза открыть. Да, мошка... На что терпеливый, уж я терпеливый, привык хоть к комару, хоть к чему. И то у меня уже терпения уже не хватает. У меня уже все губы изъела мошка, я уже чувствую, уже губы все щипят. Просто искусала. Да, мошка, она не так сильно как надоедает, как своим кусанием, как она достает то в уши, то в нос, то в рот, то в глаза лезет. Маленькая, доставляет столько неудобств, вот этих, дискомфорта. Единственное, ребята, что вот к этому бы костюму я добавил, это бы вот, не знаю, хотя бы один карман какой-нибудь, чтобы можно было положить туда что-нибудь там, какую-нибудь мелочевку просто. Вот этого прям не хватает. Все-таки есть привычка к карманам, к минимальным каким-то карманам на рыбацком костюме. Будет карман, он будет костюм прижат к телу, тогда будет кусать в этом месте. Да. Карманов нет, скорее всего. Может быть и так вот. Тоже дело, говорит Олег. Ну и итог сегодняшней рыбалки у нас вот такой. Ох, ни хрена себе в садке сколько. Нормально прям, на засолку самое то. Друзья, на концовку я буду записывать именно в таком прикиде, потому что мошка вообще сожрала. Олег уже все не может, говорит, побежали, говорит, быстрее, вперед к лодке побегу. Ну и она реально прям съедает. А вот этот костюм меня сегодня спас, как Олег сказал, на 1000% ты сегодня с ним угадал.
Ладно, много разговаривать не буду, все посмотрели вы в видео. Вот так вот половили окуней. Ежегодно я рыбачу на этом водоеме, плюс-минус в это время. Ловлю таких вот окуней на микроджиг, на отводной. Проверяю лодку. Теперь все, можно ехать на реку спокойно. Всем пока. Убегаем от тучи. На нас надвигается дождь.